Когда температура падает до минус 50, а земля замерзает так, что ее не пробить ни лопатой, ни ломом, на арену выходит именно этот танк, потому что он не боится ни мороза, ни огня. Т-80 БВМ – это не просто машина, это настоящий хищник Арктики, созданный для элитных подразделений и ударных групп. И сегодня мы посмотрим, на что этот танк способен. Потому что сегодня у нас Т-80 БВМ. Работаем! Вау! Пробивает башню насквозь. Не случайно сегодня достаточно морозное полигонное утро. И если бы я был Василенко, я бы сказал: улыбайтесь, друзья. Но сегодня я одену капюшон, потому что мне нахрен холодно. Т-80 стал символом инженерной революции и инженерной мысли Советского Союза. Его история началась в разгар Холодной войны, когда гонка вооружений требовала от обеих сторон все более инновационных решений. Идея поставить газотурбинный двигатель на танк родилась в СССР еще в 1949 году, когда на Кировском заводе разработали проект тяжелого танка ГТД. Это была смелая попытка внедрить авиационные технологии в танкостроение. И проект, надо сказать, так и остался на бумаге, потому что машина не соответствовала ключевым требованиям. Он должен был летать. Шучу. В 1955 году к этой идее вернулись, потому что начали разрабатывать два варианта тяжелого танка. Один с дизелем, другой газотурбинный. Газотурбинный двигатель давал танку отличную скорость и маневренность, но технология была достаточно сырой. И когда дизельный образец показали Хрущеву, он, будучи сторонником упрощения вооружения, решил закрыть проект. Просто вот так. Но идея не исчезла. Интерес к ГТД поддерживался инженерами и военными, ведь турбина открывала огромные возможности. И спустя 2 десятилетия непрерывных испытаний и доработок в танкостроении произошел настоящий прорыв. В 1976 году мир увидел Т-80, первый серийный танк с газотурбинным двигателем. Это было настоящее открытие, ведь танк выделялся невероятной скоростью, плавностью хода и способностью преодолевать сложнейшие препятствия. Однако прогресс не стоял на месте, и через несколько лет советские инженеры начали работать над модернизацией, которая дала жизнь версии Т-80 БВ. В 1985 году Т-80 БВ поступил на вооружение. Эта модификация была оснащена передовой на то время динамической защитой «Контакт-1», способной эффективно противостоять современным боеприпасам. Усиленная броня, улучшенная система управления огнем и новые возможности орудия сделали этот танк настоящим монстром на поле боя. За свою историю Т-80 БВ успел проявить себя в различных военных конфликтах. Его дебют, кстати, состоялся в боевых действиях в ходе первой чеченской кампании. Огневая мощь и надежность. Несмотря на сложные условия городских боев, танк доказал свою эффективность, но это была лишь часть его пути. В последующие годы Т-80 БВ продолжал модернизироваться. В ходе последних военных операций он подтвердил свою актуальность с более новыми моделями и показывая выдающиеся результаты. Сегодня Т-80, особенно за модификации БВМ, стал живой легендой. Его не просто сравнивают с конкурентами, он задает стандарт для всего класса боевых машин. Но мы можем бесконечно рассказывать историю создания и тому подобное, но ведь вы здесь не за этим, вы здесь для того, чтобы погонять на нем, пострелять из него и так далее. Там впереди у нас танчик, вон стоит на 12 часов. И я сегодня буду стрелять ОФЗшками, и я сегодня буду стрелять бобсами, которые пробивают 420 мм брони на расстоянии 2 километра. У него, кстати, есть еще и туры. Сегодня у меня их, к сожалению, нет, но вообще они имеются. Это танк Т-64, и он сегодня будет страдать. Первым делом я стреляю кумулятивными боеприпасами из танка Т-80 БВМ в башню и в корпус. Ну, то есть, по сути, в задницу. Посмотрим, как будет проходить кумулятивный снаряд. Поехали! Сейчас мы работаем кумулятивным боеприпасом в башню, а потом в корпус. Поехали! Нехило! Перемещаем и работаем еще раз!
Сейчас посмотрим, что там произошло. Ничего себе! Вы только посмотрите! Один кумулятивный боеприпас разворачивает задницу танка так, что ее не узнать. Всего лишь 2 попадания из пушки 125 мм из танчика Т-80 БВМ. И этот танк уже похож не на танк, а на какой-то трансформер. Заднюю коробку просто одним кумулятивным снарядом перевернуло вперед. И я, конечно, не смогу этого сделать. 125 миллиметровый снаряд весит 29 килограмм. Летит со скоростью 950 метров в секунду. И смотрите, что он делает с танком. Вот пробитие в башню. Башня пробита, безусловно. Танчик Т-64 отправляется в мир железных терминаторов. Это невероятно круто. Я не ожидал, что настолько все будет печально для этого танка. В последнее время барахлить колесико стало правое. То ли диски шуркают, то ли тормозные колодки. Хрен его поймешь. Честно говоря, даже заглядывать не хочется, потому что тачки в последнее время все дорожают и дорожают, а обслуживание на них растет. Цена типа как на бензин практически. Благо танки грязи не боятся, но это ведь не Т-80 БВМ, слава богу. В общем, пора положить этому конец. Заходишь на автоспот.ру, ведь только тут ты можешь нехило сэкономить не только деньги, но и время. Нет машины? Окей. Смотри, сколько их тут. Причем со скидками не только за трейд-ин или кредит, но есть машины, которые можно, например, выбрать за наличные, и там дают отличную скидку при покупке. Просто выбираешь тачку, оставляешь заявку в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой цену. А если тачка уже есть, то раздел сервиса ТО поможет вам нехило сэкономить. Нужно лишь выбрать свое авто и какое ТО планируется. На карте появляется предложение, и остается лишь выбрать самое лучшее и также записаться в 2 клика. Причем экономия, как вы заметили, нехилая, так еще и гарантия сохраняется, потому что обслуживание у официального дилера в проверенных сервисах. Вот так вот и просто можно сэкономить в наше время, если знать про автоспот. Ссылки, кстати, в описании. Вернемся к танчику. Корпус и башня танка покрыты динамической защитой Relict, которая уменьшает эффективность кумулятивных боеприпасов на 50-80%. И благодаря этой системе показатели бронирования танка достигают впечатляющих значений. Лобовая часть башни с установленной динамической защитой обеспечивает эквивалентную защиту порядка 950-1050 мм против кинетических боеприпасов, то есть бронебойных и подкалиберных снарядов, и до 1200 мм против кумулятивных. Лоб корпуса танка также усилен комбинированной броней и блоками Relict, что дает эквивалентную защиту на уровне 800-900 мм против кинетических угроз и около 1100 мм против кумулятивных снарядов. Боковая броня корпуса обычно усилена экранами динамической защиты, что позволяет эффективно противостоять кумулятивным боеприпасам. Сегодня у нас немножко облегченная версия танка. Эквивалент защиты в этой зоне обычно достигает 250-300 мм. Масса танка 48 тонн, но это не мешает ему оставаться высокомобильным. Гусеница ширина 580 мм обеспечивает низкое удельное давление на грунт, примерно 0,94 кг на сантиметр квадратный, позволяя преодолевать болота, песчаные участки, ну и так далее. Особое внимание заслуживает его двигатель и его сердце. Сердце танка Т-80 БВМ – это газотурбинный движок. Вы не ослышались, он действительно газотурбинный. И только что я разговаривал с экипажем этого танка. Они сказали, что они разгонялись до скорости 140 км в час на танке. Мощность движка 1500 лошадиных сил, обороты турбин достигают 30 тысяч оборотов в минуту, а удельная мощность 27 лошадиных сил на тонну, что делает его невероятно маневренным для своей массы. И вы удивитесь, но этот танк настолько быстрый, что разгоняется с 0 до 30 км в час за каких-то 7 секунд. Но и это еще не все. Газотурбинный движок отлично себя чувствует в экстремальных условиях. Представьте себе, Арктика, морозы, за минус 50 градусов или пустыня, где жарит плюс 50, Т-80 БВМ запускается и работает как часы. Кроме того, почти не теряет мощности движок на больших высотах, что делает его идеальным для боевых задач в горах. Танчик легко преодолевает брод глубиной 1-2 метра без подготовки и до 5 метров с использованием специального оборудования. Такая труба есть у него специальная. Углы подъема до 30 градусов. Вертикальное препятствие до 0,85 метров.
Газотурбинный двигатель имеет еще одну интересную особенность. Он относительно тихий для такой машины. Мы сейчас проверим. Конечно, у газотурбинного движка есть и свои нюансы. Он, как и любой газотурбинный двигатель, любит топливо. Расход здесь на 100 километров около 750 литров при движении по пересеченной местности. В бачок тут помещается до 1200 литров, и этого хватает примерно на 500 километров по шоссе или около 350 километров по бездорожью. Если нужна большая дальность, то устанавливают дополнительные внешние баки. Плюс движок очень неприхотлив в обслуживании. Его не нужно долго прогревать, завели и можно ехать. Он легче и компактнее, чем дизель, а это упрощает обслуживание и делает машину более сбалансированной. Кстати, есть нюанс. Он требователен к качеству топлива и регулярной профилактики. Главный калибр, мощная пушка 125 мм, гладкоствольная, которая называется 2,46М5. С длиной ствола в 6 метров, и она способна пробивать броню 700 мм на дистанции 2,5 км, используя при этом бронебойный подкалиберный снаряд. Боекомплект пушки здесь 40 выстрелов, включая бронебойные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. Для ближней и средней дистанции у нее здесь есть спаренный пулеметик Калашникова танковый 7,62 с боекомплектом 2000 патронов и крупнокалиберный НСВ «Утес» танковый 12,7 мм на башню. Изюминкой, кстати, вооружения является управляемая ракетой 9М119М «Рефлекс», который запускается через ствол пушки, то есть это ТУР, танковый управляемый снаряд. Они поражают цели на расстоянии до 5 километров и легко справляются с динамической броней противника. Я думал, что он работает тише, но вот сейчас, когда идет продувка, ощущение, что реально завелся самолет. Не знаю, как он в движении, насколько он тихий, но в данный момент он вообще не тихий. Сейчас мы работаем бобсом. Бронебойный, оперенный, подкалиберный снаряд. Летит со скоростью 1700 метров в секунду, то есть вдвое практически больше, чем кумулятивный снаряд. То есть сейчас его, возможно, прошьет просто насквозь. И еще разочек, только ниже. Бам! Идем посмотрим. Ни хрена себе. Прикинь, я думал, что хвостовик отлетит. А он прям прошел, посмотри, как лезвие буквально прорезало. И давайте посмотрим, где он вышел. Танчик, который уже значительное время здесь стоит, загорелся после того, как по нему пролетел бобс. Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд из танка Т-80 БВМ пробивает башню насквозь. Вот он вошел, проскреб полностью верхнюю часть башни, пролетел внутри и вышел через переднюю часть башни танка Т-64. Короче, чтобы увидеть предыдущее попадание, нужно еще раз хорошенечко засадить в эту крышку, чтобы она прям ее отнесло. Потому что я, конечно, мощный парень, и я даже чуть-чуть сдвинул ее. Но чтобы добраться до прямых попаданий, которые бы показывали нам всю мощь, разрушительную силу танка Т-80, нужно ее скинуть. И этим я сейчас и займусь. И мало того, я собираюсь залезть внутрь и сам выстрелить из танка Т-80. Перемещаемся внутрь. Аккуратненько. Оп. Танкистам нужно быть маленьким человеком. Я большой. Мы попадаем на место командира, наводчика. Рабочее место командира оборудовано панорамным прицелом, который позволяет наблюдать за полем боя в режиме 360 градусов. Это значительно улучшает осведомленность ситуации и дает возможность быстро реагировать на изменения обстановки. Командир может не только управлять боем, но и брать управление огнем на себя в критических ситуациях. В основе системы управления огнем лежит цифровой баллистический вычислитель, который учитывает огромное количество данных, в том числе расстояние от цели, скорость ее движения, ветер, температуру воздуха, влажность и даже износ ствола пушки. Все это позволяет поражать цели с максимальной точностью даже на больших дистанциях. Кроме того, система управления работает круглосуточно и в любых погодных условиях, что делает танк невероятно универсальным.
Заряжание пушки, как и во всех наших основных танках, тут автоматическое. Боекомплект 40 выстрелов, это подкалиберный, в том числе кумулятивный и осколочно-фугасный снаряды. Вся эта электроника дополнена отличной защищенностью. Внутри башни установлен специальный противопожарный модуль, который автоматически тушит возгорание. Материалы, из которых изготовлены внутренние элементы танка, снижают риск травмирования для экипажа при попадании снарядов. Т-80 БВМ — это еще и пример высокой технологичности. Интеграция всех систем позволяет сосредоточиться на главной задаче – вести бой и побеждать. Удобство управления, цифровизация процессов и мощные средства обнаружения и поражения делают этот танк по-настоящему современным оружием, способным решать широкий спектр задач на поле боя. Здесь, конечно, не так просторно, как в танке «Леопард», но, в принципе, все достаточно практично и комфортно. Ну, то есть, я не очень большого роста, поэтому мне тут комфортно. А вот оператор, конечно, немножко скрючился. Как вы помните, в «Леопарде», конечно, места значительно больше. Но минус в том, что в «Леопарде» есть заряжающий, а здесь заряжающего нет. Здесь все происходит автоматически. Это у нас сосна, это туча, дымы, то есть. Здесь устанавливается корт или утес. И впереди ПКТ с парень с пушкой. Перемещаемся на место наводчика. Место наводчика. В общем, да, такое на полупопе. Здесь я понимаю, почему танкисты все очень маленькие люди. Рабочее место наводчика оборудовано современной системой управления огня Сосна-У, которая значительно повышает точность стрельбы. Комплекс обеспечивает точность попадания до 95% на дистанции до 4 км. Система работает в любое время суток и при любых погодных условиях благодаря интеграции тепловизора и лазерного дальномера. Дополнительная автоматизация позволяет наводчику сосредоточиться на выборе цели, а система сама выполняет большую часть работы. Благодаря этим технологиям наводчику достаточно просто выбрать цель, а все остальное сделает электроника. Подстроит прицел, учтет движение цели и самого танка. Режим «Форсаж» включается, когда ты пытаешься на танке Т-80 проскочить со скоростью 140 км в час. И сегодня мы, конечно, не будем устанавливать рекорды, потому что мы не на шоссе, но погонять, конечно, нам сегодня нужно обязательно. Место механика-водитель. Хочется немножко назад податься, если честно. Управление тут происходит рычагами. Скорость здесь переключается, коробка полуавтоматическая. Ну, в целом, не знаю, я бы, наверное, хотел чуть-чуть сократиться еще, чтобы здесь комфортно себя чувствовать, стать таким маленьким хоббитом, чтобы, безусловно, чувствовать себя комфортно, потому что хочется прям вот вперед туда прям поддаться, как-то вот так. Тут у нас есть вентилятор, рычаги управления, полуавтоматическая коробка. Закрытие люка. В общем, да. Но по впечатлениям хочется стать прям реально меньше. Как будто вот прям хочется съежиться еще чуть-чуть сюда. Потому что ты как бы полулежишь, можно сказать. Но в остальном должно быть поездочка выйдет интересной. Вроде бы предельно понятно. Вам! Так, все работает. Рычагами будем управлять. К сожалению, снимать я не смогу этот процесс, поскольку телефон придется держать зубами, а мне понадобятся 2 руки. Ну, поехали! У-ху! Работаем! Чувство непередаваемое, мощь невероятная! Бам! Все вокруг просто так...
сотрясается, но при этом нет такого, чтобы у тебя было ощущение, что тебя прям вот-вот травмируют, как это было на танке Т-72Б, например. А сейчас мы достреливаем боеприпасы, у нас еще 3 боеприпаса, 1 кумулятив и 2 бобса. Нам нужно посмотреть, как он размотает танчик Т-64. Поехали! Работаем, братья! Бам! У-ху! Очень быстро перезаряжается. Я думаю, что колонну танков он разведет за минуту, если там штук 8-10 будет. Если так быстро перезаряжаться. Бам! Летит какая-то херня в обратную сторону. Это как раз там крышка, которую я хотел снять. Поехали посмотрим. Уже вижу, что с ним что-то не так. Я вижу, что снял таки крышечку, которую я хотел снять. И это хорошо. Значит, сейчас мы увидим предыдущие попадания. Потому что верхняя крышка, я видел, ее прям взметнула хорошенечко вверх. И еще какая-то часть улетела в сторону моего телефона. Надеюсь, он жив. 4 кумулятивных снаряда и 4 бронебойно-оперенных подкалиберных снаряда из вольфрама. И вот что остается от танчика Т-64. В верхнюю часть первый бобс попал и продырявил полностью башню насквозь. Это кумулятивное пробитие. Здесь разорвался еще один кумулятив. Видите, вот эти вот лапы, которые расходятся в разные стороны. Это буквально обожженная броня, которая просто расплавилась под гнетом 25-миллиметрового снаряда. Еще один бобс куда заходил. Вот еще один бобс сюда заходил, смотрите. Бом! Дырявит так, что вот эти вот оперенные крылышки, они просто дырявят его насквозь. Осколки, видите, в разные стороны идут. Если здесь находится пехота или за ним прячется еще какая-то легкобронированная техника, всему приходит капут, что называется. Так, давайте посмотрим, что случилось с крышечкой-то, которую я поднять не мог. Я ее наконец поднял. Вот, смотрите, в ней какие дыры. Видно, что по вот этим вот рассечениям видно, что это раневой канал в броню Т-64 доставлен при помощи бобса, который летит со скоростью 1700 метров в секунду. И это очень круто. Давайте еще посмотрим, есть ли какие-нибудь пробития в передней части. Так, а вот это как случилось? Вот этого не было, кстати. Ее прям хорошенечко так жахнуло, приподняло. Я пока не знаю, как этот феномен произошел. Видите, вот решеточку тоже разбило, судя по всему, снарядом бобсом. То есть там пролетело, просто вообще не чувствует, как по маслу идет. Значит, где-то внутри находится несколько бронебойно-оперенных снарядов. То есть вот эти ломы, которые... Верхняя лобовая деталь, судя по всему, в ней, ведь там самая сильная броня. И остались эти ломы. В 50 метрах стоял мой телефон, он, слава богу, жив, он до сих пор снимает. Но, видите вот эту дырку? А вот еще, смотрите. Оп! И еще одна дырочка. Это свежая? Да? Свежая. Так, это первое пробитие кумулятивное. Вот видите, как обожгло прям. Вот второе пробитие. Это уже лом.
сюда угодил. Видите, какие оставляет следы интересные. Броня, видите, многослойная. И ее прям вот хорошенечко так пробило. Теперь залазим внутрь. Пробуем залезть. Ну да, там интересненько. Эх, прощайте, курточки. Ау! Я внутри танка. И сейчас я посмотрю, что тут внутри произошло. А здесь вместительно тоже. Танчик Т-64 не подкачал. Здесь, видите, вот барабан. В круг стояли боеприпасы. Но все механизмы, конечно же, разрушены. Многие детали просто превратились в труху. Буквально в решето. Это маска орудия. Она тоже повреждена. Вот барабан. То есть здесь однозначно сдетонировала ББК. Потому что, видите, дыры в том месте, где барабан находится с боекомплектом танка Т-64. Так, что тут дальше у нас было? То есть полностью в круг, все в труху. Повреждена полностью система управления огнем, так называемая. Вот бронебойный оперенный снаряд пролетел насквозь. То есть вот он отсюда буквально пролетел насквозь всю башню. А башня, знаете, это очень хорошая броня. Несколько снарядов угодили в нижнюю часть. Видите, пробили как бы в землю, до механика-водителя буквально долетели. Огромный робот, буквально как Голиаф Т-64, получил свою порцию подкалиберных и кумулятивных снарядов. 8 снарядов буквально. И сейчас можно с уверенностью сказать, что ему точно дальше никуда не поехать. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. С вами крупнокалиберный переполох. Увидимся.